Я вас приветствую, дорогие друзья, подписчики, гости канала. Сегодня сделаем расклад на картах Таро. Расклад будет называться «Обретение любви». Расклад будет достаточно длительный, поэтому запаситесь терпением, приготовьтесь выпить чаю. Расклад делаем чисто на картах Таро. Этот расклад не только расскажет о перспективах в отношениях, но и покажет возможные проблемы, а также даст ответ, как их избежать. Этот расклад мы будем использовать при гадании о только начинающихся отношениях, когда еще нет уверенности и четких представлений. При раскладе будем использовать всю колоду. Так, ну здесь можно смотреть также на дружбу, на любовь, на какие-то родственные чувства, у кого что, да, кого что волнует. Вот, любовь здесь может быть у кого-то глубокая, у кого-то мимолетная. Это мы тоже посмотрим. То есть обретение любви, только начинающиеся отношения здесь будут рассматриваться. Вот, опять же, по последней карте, да, мы посмотрим, стоит вам отказаться от желания общения с новым знакомым или не стоит. Так, ну и в первую очередь также здесь можно посмотреть на отношения, которые не только начались, но, возможно, скоро начнутся. Ну и загадайте человека все-таки, да, своего человека, и мы посмотрим, узнаем будущее, узнаем слабости этого партнера, который вас интересует. То есть вот такие моменты. Так, итак, первая карта расскажет нам о человеке, который вам встретится. Либо уже встретился, возможно, вы хотите узнать о нем. Это первая карта. Так, вторая карта скажет нам о чувствах этого человека по отношению к вам. Загадайте человека, да? Так, чувства. Так, теперь посмотрим. Вот так сделаю, чтобы компактно было. Так, теперь третья карта покажет возможные проблемы с этим человеком. Вот так вот. Третья карта. Четвертая карта скажет о месте партнера в социуме, то есть в обществе, да? Так, четвертая карта. Пятая карта покажет о вашей сексуальной совместимости. Так. Шестая карта покажет о вашей эмоциональной совместимости, то есть об эмоциональной совместимости. Седьмая карта покажет, что вас может разъединить. Покажет седьмая карта. Восьмая карта покажет о перспективах в материальном плане. И последняя карта под номером 9 подскажет, как можно завоевать партнера. Так, и по мере необходимости мы будем докладывать карты. Итак, смотрим. Первая карта мы загадывали. Здесь идет вот она, эта карта. Тот, кто встретится. Так, интересно, да? Здесь идет зазнайство, надменность, гордость, отсутствие опоры.
Возможно, тот человек, о котором вы загадали, да, возможно, может быть, он уже вам встретился, и вы хотите посмотреть на него. Здесь идет карта, ну, то, что вообще, в общем-то, он, возможно, где-то зазнавшийся человек, да, также достаточно гордый. И у него сейчас идет отсутствие опоры. Отсутствие опоры. То есть он сейчас не видит каких-то перспектив в жизни. Вот. Это не значит, что это плохой человек. Нет. Ну, в общем-то, сейчас он в таких энергиях находится, да? Так, посмотрим. Его чувство к вам. Его чувство к вам. Так, ну здесь идет чувство к вам, да? Начало пути к победе. Есть какие-то трудности, но все-таки движение к триумфу. По этой карте, даже несмотря на то, что карта мир перевернута, эта карта очень хорошая. Здесь она может говорить о том, что, возможно, значит, у этого человека идет возрождение любви. Возрождение любви. То есть он надеется вас завоевать. Давайте посмотрим. Теперь третью карту. То есть возможные проблемы, да, у вас с этим человеком. Ну, в общем-то, суета, тревожность идет, да. То есть он, в общем-то, думает, как бы, вот эти вот двойка пентаклей у нас в прямом положении, да, идет. Ну, в общем-то, он оценивает возможные проблемы, какие-то есть новые возможности. То есть у него, возможно, есть бывшие какие-то отношения, сейчас вот новые отношения, и он оценивает вот эти вот возможности. По этой карте можно сказать возможные проблемы у вас. Ну, возможно, финансовое состояние будет не совсем стабильным в этих отношениях. Также, ну, все-таки, да, если смотреть как проблемы, да, возможные проблемы, расход денег у вас был какой-то, будет какой-то, да, в этих отношениях, который будет вас, так сказать, то туда, то сюда, да, то в безопасную зону, то в опасную зону. То есть, видите, да, как у нас пентаклями он жонглирует. Юноша здесь выпадает. Вот. Но в принципе, когда выпадает вот эта карта говорит, что все-таки проблемы решаемые будут. И, в общем, вот так вот эти проблемы уже, ну, возможно, где-то вы слишком большой груз задач можете взвалить на себя, которые будут отнимать ваше время, также деньги. Это может приводить к перепадам настроения. Вот такие проблемы возможны. Опять же, перегруженность какими-то повседневными делами и заботами. И у вас, возможно, будет оставаться времени очень мало на то, что действительно важно. Вот. И также, ну, здесь у вас идет как проблема, можно сказать, что какие-то время, энергия, ресурсы могут утекать, ну, то есть ваше время может утекать куда-то не в то русло. И вам следует расставлять приоритеты, скажем так, проблемы, и заодно здесь идет совет. Следующая карта покажет нам, карта, ну, на позиции 4 покажет, значит, место партнера в социуме, того партнера, которого вы загадали. Сегодня у нас все идут перевернутые карты, да, видите, опять здесь была тройка жезлов, здесь идет двойка жезлов, да. Вот, ну, по месту партнера в социуме сейчас идет у него в настоящее время отсутствие выбора, сомнения, какое-то бессилие и даже двойственность. В карьере по этим картам, в общем-то,
У него идет какие-то сомнения. Также идет, так как в перевернутом положении карты идет какое-то отсутствие выбора. Вот. Ну, здесь, если касаемо любви, то он сейчас оценивает ситуацию. Ну, что касается этой карты, можно сказать, что тот человек, на которого вы смотрите, сейчас находится на каком-то перепутье, в сомнениях, не уверен. Здесь идет также в своем. Какое-то бессилие у него идут, сомнения. Также у него нет выбора. Либо какая-то двойственность присуща этому человеку. Следующая карта покажет нам вашу сексуальную совместимость с этим человеком. Так, ну здесь карта, в принципе, неплохая карта. По вашей сексуальной совместимости у вас выпадает карта Рыцарь Кубков в прямом положении. Достаточно мечтательность, в общем-то, у этого человека присутствует, да, любовь по отношению к вам, счастье, перспективные, в общем-то, отношения. Ну, в принципе, здесь по этому вопросу карта достаточно хорошая карта, да, Рыцарь Кубка. Кубки у нас говорят о любви. Вот, то есть начало романа здесь идет у вас. Также вам необходимо будет доверяться своим чувствам. Что еще здесь идет? В общем-то, достаточно хорошая карта по этому вопросу. Так, следующая карта покажет вашу эмоциональную совместимость. Так, ну здесь, в принципе, вот это, видите, карта перевернутая. Это хорошо, да? Эмоциональная совместимость будет интересная у вас, конечно. Неудачные попытки кого-то обхитрить, обойти проблему. Так, ну здесь именно у нас выпадает семерочка мечей перевернутом. Такие, я сказала бы, именно в эмоциональном отношении вы будете где-то хитрить между собой, да? Вот, что еще здесь можно сказать? Ну, то есть неудачно у вас будет проходить вот друг друга обмануть, может быть, даже где-то захотите, да, но в принципе в любых отношениях свойственно это. Здесь у вас это не будет удаваться вам обоим. Следующая карта, седьмая, в позиции номер 7, покажет, что сможет вас может разъединить, да? Ну вот интересно, здесь выпадает карта восьмерка пентаклей. Ну, опять же, здесь труд, самостоятельность, работа, самодостаточность, да? Что можно сказать, что может вас здесь разъединить? Опять же, какие-то рабочие моменты. Вероятно, что этот человек будет, как говорится, ковать свои пентакли. И за счет этого, возможно, будет вам уделять меньше внимания. Да, с одной стороны, конечно, хорошо, что, возможно, и не только партнер будет вовлечен, именно увлечен своей работой, но также и вы. То есть здесь мы смотрим, что вас может разъединить, да, восьмерочка пентаклей выпадает. В общем-то, ваша трудовая деятельность, вы, возможно, с головой будете погружены именно в зарабатывание денег, либо он будет также, да, желание у него доводить свое дело до конца, свою работу до совершенства. Ну, в принципе, здесь неплохо. Неплохо, что человек работает, отдается своей работе с душой, ценит свой упорный труд, да? Вот. Но здесь все-таки, здесь у него слишком будет, как говорится в наше время, да, трудоголизм, то есть где-то это даже, может быть, будет вам мешать его напряженный труд, он будет все время занят работой,
Это не будет время давать вам, ну, побыть вместе, да, скажем так. Не будет давать вам возможности ему или вам, да, даже потому что это между вами. Но здесь, конечно, все-таки мы смотрим так, как на партнера. Видимо, он больше вовлечен в работу, и вам внимание меньше будет уделять, исходя из этого. Так, что еще здесь можно сказать? Но все-таки также, возможно, этот человек будет занят обустройством своего рабочего пространства. Это тоже, может быть, где-то вас будет разъединять, да? Так, ну и что еще можно сказать? Ну, в принципе, да, если здесь посмотреть, то всегда хорошо, когда человек увлечен своей работой, то есть не стоит с вашей стороны к этому относиться негативно. Так, 8-я карта покажет перспективы в материальном плане с этим человеком, которого вы загадали. Смотрите, интересно, да? Карта суда. Суда перевернута. Так, мы ее и будем смотреть. То есть здесь идет перспективы в материальном плане. Видите, слабость, угрызение совести, промедление, страдания. То есть задержки какие-то, значит, разочарования возможны в материальном плане. Ну, в принципе, это у всех, я думаю, бывает. То есть в материальном плане по этой карте, конечно, возможны какие-то даже проблемы. Так, давайте посмотрим по 9-й карте, как можно завоевать этого партнера. Смотрите, да? Какая хорошая карта у нас выпадает. Императрица. Ну, здесь с вашей стороны потребуется как раз-таки нацеленность на материальные ценности. Опять же, ценности какие? Не только материальные. Ценности вы должны преподнести, что вы нацелены и на материнство, на любовь. Хорошая карта здесь выпадает, да? Как можно завоевать партнера. То есть со своей стороны вы должны будете быть нацелены на благополучие, материнство. Также ваша нацеленность должна быть на богатство, на процветание в ваших взаимоотношениях. Также, какие еще здесь можно сказать, характеристики должны быть вам присущи. Опять же, сила, страсть, стремление к взаимной любви и материальному благополучию. Ну, вот. Также здесь можно сказать, если смотреть, ну, в общем-то, эта карта достаточно хорошая. Все-таки с вашей стороны, конечно, будет стабильное материальное положение. Это вы тоже должны, в общем-то, способствовать развитию в ваших взаимоотношениях. Это будет плюсом. Это может заинтересовать партнера. Также вы должны быть нацелены на прибавление в семействе, готовность к продолжению рода. Ну, опять же, у кого это актуально по возрасту, да? И совет карт по этой карте: проявите практичность, и нельзя забывать об отдыхе. Вот такие карты сегодня у нас выпадают. Ну, вот такой вот у нас сегодня расклад получился. Если вы действительно считаете, что по предыдущим картам этот партнер вам вполне подходит, то по карте императрицы мы посмотрели совет карт, да, что здесь вам нужно предпринять для того, чтобы быть с этим, скажем так, человеком, да, возлюбленным вместе. Ну, если он уже вам встретился, если вы знаете уже конкретно, на кого вы смотрите, либо этот человек встретится в ближайшее время на вашем пути. Если вы считаете, что вам нужно продолжать отношения с таким человеком по описанию, то, в общем-то, предупрежден, значит вооружен. Так, вот такой у нас сегодня получился расклад на тему обретения любви.
Мы посмотрели о перспективах в отношениях, возможных проблемах. И совет посмотрели карт, как их избежать. Вот. И здесь, если вам понравилось именно гадание, да, по старинке, скажем так, на картах Таро, пишите ваши вопросы, на что хотели бы посмотреть карты Таро, какие вопросы, может быть, задать, на какую тематику, либо отношения, либо работу тоже рассмотрим, так как карты Таро дают нам более такой вот, скажем так, развернутую характеристику именно конкретно на какого-либо партнера, либо какую-то задачу, работу, вот, касаемо отношений и так далее. Ну вот, я с вами прощаюсь, подписывайтесь на канал, до новых встреч.